Доброе утро, друзья! Сегодня вот такое вот прекрасное сентябрьское утро. 6 сентября сегодня, даже 7 сентября. Ясное утро. Закрылся козырьком, потому что солнце светит прямо мне в глаза. И приходится щуриться. Вот. Сегодня хочу показать вам... Хочу сказать, что я занимаюсь иногда приборным поиском. Здесь у меня металлоискатель. Ну и покажу, какой металлоискатель у меня. Вот, потому что он давно у меня, этот металлоискатель, с 2011 года. Уже 12 лет ему. В принципе, прибор неплохой. Но я как бы им доволен, пока мне его хватает. Ну, сейчас покажу вам все. Вот так выглядит мой металлоискатель в разобранном виде. Называется он. Так, как вам показать? Короче, Technetics. Фирма Technetics. Delta 4000. Вот. 2011 года выпуска. Вот тут вот динамик есть. Два разъема. Вот они. Для мини и большой разъем. Для наушников. Wi-Fi здесь нету. Bluetooth нету. Вот. Или наушники, или громкая связь. Вот так вот я приспособил. Значит, вот здесь вот отсек. Вот здесь отсек для аккумулятора. Не для аккумулятора, для батареи 9 вольт. Но так как емкости ее не хватает, как правило, вот у меня спаренные они, 4 штуки. Вот я сделал вот так. Сейчас вам покажу все. Так. Вот такой разъемчик я сделал. Это у нас мама, а есть еще папа. Ну, потом покажу еще. Дальше. Так. Вот такие две катушки. Это так называемая снайперка. Она шла с заводом-изготовителем. Вот она у меня уже вся прошла огонь, воду и медные трубы. Здесь вот я клеил эпоксидной смолой. Вот эта трубка тоже вот эпоксидка, потому что вот в этом месте был надрыв. И вот сегодня опять заметил, друзья, смотрите, не видно. Так, вот здесь вот еще надрыв. Сейчас надо будет изолентой перемотать. Значит, здесь я закрыл, пошла теперь здесь изоляция вот эта вот была вообще очень слабая на этих катушках, на первых. Вот я перепаивал уже вот где вот разъем сам вот этот вот, там тоже вот в этом месте. В общем, не совсем было все хорошо. Пришлось перепаивать, и вот так вот я изолентой вот все намотал. Вот. Потом я приобрел вот такую катушку. Вот. Тоже фирма вот Technetics. Позже вот эти вот металлоискатели, они пошли вот с такой катушкой. Ну, я купил ее отдельно уже. Вот. Здесь уже видим изоляция потолще. Но здесь тоже вот изолента отходит. Ну, здесь я тоже сразу же намотал изоленту, потому что в этом месте постоянно часто перегибается и оголяется, а потом провода рвутся. И здесь тоже сразу же вот изолента, такой вот разъем. Сейчас буду собирать. Сначала проверять. Тут у меня прибор есть. Сейчас я измерю
измерю напряжение здесь. Потому что давно не пользовался. Месяца 3, наверное. По весне выходил, пока еще трава была низкая. Вот. А летом мне некогда. Вот сегодня решил я немножко прошвырнуться. Так, сейчас мы посмотрим. Так, вот у меня еще есть вот так вот. Сейчас я вам покажу. Вот это мама, вот это папа. Думаю, видно. Вот так раз втыкаем, проверяем. Сколько напряжения здесь у нас? 9,05. Ну, нормально. 9 вольт есть. В принципе, достаточно для нормальной работы. Значит, теперь я назад это убираю. Теперь у меня такая вот приспособа здесь. Так. У нас прокладка такая. Такая приспособа у меня здесь. Так, это вот так, значит, пойдет. Значит, вот так. Дырочка здесь. Вот. Провода, дырочку такую. Конечно, заморочки, я понимаю, что неудобно. Но я еще, есть у меня там еще одна приспособа. Работа от литий-ионных батарей. То есть она в стадии, так сказать, еще не пробовал. В принципе, готово все. Так. Плюс-минус. Плюс-минус. Это у меня муляж такой, как будто это батарейка. Я ей придавлю провода. Оп. Все. Провода придавил клеммам вместо батарейки. Теперь вот так. Оп. Все готово. Вот. Сейчас я соберу его. Вот. И потом вот просто я вот таким способом соединяю. И все. Вот все у меня работает. Уже показывается. Даже без... Вот уже все. Светится экран. Вот. Сейчас я выключу. Вот. Выключение. Все. Все работает. Так. Значит, здесь у нас вот так. Вот так. Вот так. Оп. Вот так вот я хожу. Я иногда здесь прижимаю. Вообще прижимал раньше скотчем. Тут перетягиваю скотчем. Здесь что-то не мешало. Ну, в принципе, нормально. Так, теперь, значит, по штангам. Сейчас. Ладно, это я потом ремонтировать буду. Мне надо здесь изолентой замотать. Приготовил 2 изоленты. Поставлю вот эту вот DD, так называемую катушку. Сейчас я сразу замотаю. Чтобы она мне не топорщилась вот это вот. Я хочу что сказать. Металлоискатель чувствительный. Для того времени он вообще был крутой, можно сказать. Я отдавал за него по курсу $500 он стоил. 2011 год. И я его еще брал в Казахстане. То есть они только-только вышли.
там была одна фирма, которая занималась вот такими вот приборами. Это был 2011 год, еще раз хочу повторить. Потому что, насколько я знаю, в России они появились позже. Вот эта фирма, американская фирма Technetics вышла на казахстанский рынок, мне кажется, раньше все-таки. Так, все совместили, закрутили. Совместили, закрутили. Так, сильно не зажимаю, чтобы регулировать можно было. Так, значит, эту штангу вот так и вот так, да? Все правильно? Все правильно. Все совпадает. Самое последнее. Затянули. Так, это мне мешает. Это мне мешает. И вот так. Защелочки специальные. Оп. Все. Так. И вот так. В чем его еще хорошее преимущество? Весит он всего 1 килограмм 115 грамм. Ну это с этим. Вот с этой снайперкой она легче. И с одной кроной. Сейчас, конечно, он побольше весит, но легкий довольно-таки детектор. Сейчас я принесу монетки и будем проверять. Так, будем проверять. Сейчас. Вот, друзья, я его собрал. Вот включаю. Так. Вот есть шкала дискриминация, все металлы и пинпоинт. И другая шкала меню, это вот sensitive. Это чувствительность. Вот сейчас мы выставим чувствительность. Так, меню. Так, sensitive. Вот чувствительность. Чувствительность здесь 1, 2, 3, 4. Ой. Что-то там ловит. Сейчас. Так. Так. Как бы лучше показать вам. Sensitive. Чувствительность. Сейчас. Вот я уменьшился. Так-то есть вот до 12. Вот самая большая чувствительность. Вот. Но мы сейчас уменьшим ее. Там где-то гвозди ловит. А, десяточка. Все. Sensitive десяточку поставим. Теперь мы ставим громкость. Громкость есть до 10. Громкость троечку поставлю. Так, теперь еще вот шкала дискриминация. Поставлю все металлы. Вот. А1 и А2. А2 лучше, чувствительность лучше получается. Ну и вот здесь вот iron, foil, 5 центов, алюминий, цинк, дайм. Это я не знаю. И тут еще, в общем, здесь, значит, железо, фойл, фольга. Это монета 5 центов по классификации в США. Алюминий, цинк, там. Это тоже что-то такое. Там смотреть надо в этом. Ну, я так-то это разбираюсь, но... Вот. Так, теперь будем проверять, что на что реагирует. Так. Неудобно одному
когда сам снимаешь и сам проверяешь, неудобно. Сейчас вот так вот сделаю, чтобы вам было видно. Ну вот чувствительность сейчас у меня 10. Вот гвоздь. Вот. Гвоздь. Медная проволока. Ну, проволоку всегда плохо ловит. Так. 20 копеек. Советские. 90-го года. Алюминиевая проволока. Так, сейчас я чувствительность увеличу. Что мы тут? Так, sensitive. А, чувствительность маленькая, да. У меня вообще 8. Сейчас. Ну-ка, сейчас как? Ложка. Ну вот так получится. Ложка. Проволока. Но это еще не максимальная чувствительность. Серебряное кольцо. Пятак советский, 61 год. Так, 2 копейки. 76 год. Вот 2 копеечки. Так, а ну-ка еще чувствительность. Что у меня чувствительность? Ага. Чувствительность на 12 не вставляется. А он металл. Так, теперь поставим дискриминацию. Дискриминация. Так, дискриминация. Волюм. Громкость. Так, 3. Так. Чувствительность максимум. Дискриминация, то есть железо ловить не должно. Вот. Фактически нету железа, все. Вот так что-то простреливает. Вот, нету железа. Алюминиевая ложка. Вот. Слышите? При дискриминации тональность уже другая. Сейчас я громкость прибавлю. Так. Так, вот алюминиевая ложка по дискриминации. Так, медь. Тональность другая. Серебро. Пятак. Так, 2 копейки. Алюминиевая проволока. Копеек 90-го года. Ну, вот еще медь. Вот примерно так. Вот такой вот металлоискатель.
Ну, если пойду куда-нибудь, я вам покажу, как я с ним работаю. О, штанга. Все, включаем. И на этом все. Мой обзор. Делайте выводы, оценивайте, кому подойдет, кому не подойдет. Ну, сейчас, конечно, крутые металлоискатели есть, там с мультичастотами, двухтональные, там трехтональные, всякие многоканальные. Ну, этот брал, я говорю, вот уже ему 12 лет. Ну, в принципе, мне достаточно его. Тут вот только окультурить, хотя и так тоже. Я редко выхожу. В общем, вот так.